Завершающая часть интервью с Михаилом Валентиновичем Чудаковым с технологической точки зрения, пожалуй, самая сложная и насыщенная. Атомная энергетика, помимо всего прочего, это вопрос оптимального ядерного топлива. Оно должно давать не только экономические результаты в виде генерации электрической энергии, но и отвечать всем современным требованиям по безопасности. Качество, характеристики ядерного топлива дают порой очень интересные и полезные результаты. Классический пример – топливо ТВС-2А, которое используют в реакторах ВВР-440. Результат этот надежно зафиксирован, просто на него как-то внимание совсем немного обращают. А зря. Атомная электростанция ПАКШ. Это 4 реактора ВВР-440. То есть электрическая мощность должна составлять вот эти самые 440 мегаватт умноженные на 4. Но загляните в ПРИС, базу данных МАГАТЭ, и убедитесь, что мощность атомной электростанции ПАКШ 2000 мегаватт, а не паспортные 1760. Мелочь? Ну, как сказать, дополнительные 240 мегаватт мощности – это вполне серьезная тепловая электростанция или какое-то невероятное количество гектаров солнечных панелей, которые в Венгрии не требуется строить. Но о нюансах ядерного топлива можно говорить долго. Мне кажется, что даже и нужно. Но это решать вам, уважаемые зрители и слушатели. Я готов ориентироваться на ваши комментарии. А сегодня небольшой такой конспект по всем терминам, которые звучат в этой части интервью. Минорные или младшие актиниды образуются в ядерном топливе в активной зоне реактора любого типа в количестве от 0,1 до 0,2%. Чрезвычайно радиоактивны. И именно для них требуется строительство геологических захоронений. Именно геологических, поскольку речь идет о хранении высокоактивных отходов на протяжении миллионов лет. Напомню, что период полураспада радиоактивного вещества – это промежуток времени, через который активность этого вещества снижается вдвое. Вот список минорных актинидов в комплекте с их периодами полураспада. Комментарии, уверен, не требуются. Толерантное ядерное топливо. Топливо, способное не участвовать в парациркониевой реакции. Надеюсь, что всем хорошо известно, что таблетки урана в активной зоне реактора не свалены в кучку, а находятся внутри тонкостенных трубок, твелов, тепловыделяющих элементов. Твелы изготавливают из циркония. Это материал идеальный для условий активной зоны. Не боится воды, коррозионно устойчив. Не боится температуры и давления, а главное, прозрачен для свободных нейтронов, то есть никак не влияет на характер цепной реакции деления. Однако авария на атомной электростанции Фукусима выявила существенную проблему. Цирконий химически не реагирует с водой, а вот с водяным паром весьма охотно. При этой реакции выделяется чистый водород. Его высокая концентрация привела к взрыву реактора на атомной электростанции Фукусима. Больше того, эта химическая реакция идет с выделением тепла, что еще больше увеличило температуру ядерного топлива и к самым тяжелым с точки зрения радиационной опасности последствиям на японской АЭС. С 2011 года в атомном мире идет тихая технологическая гонка. Кто сумеет предложить самый оптимальный вариант толерантного топлива? В этой гонке 3 направления. Первое, совершенно очевидно, разработать некое покрытие для циркония, которое не даст ему вступить в реакцию с водяным паром, но сохранит все полезные свойства. Второе, разработать добавки в само ядерное топливо в урановой таблетке с целью изменить микроструктуру и уровень выгорания, а также увеличить теплопроводность. Третье – это вообще новые виды топлива, то есть не оксид урана, а некое другое химическое соединение. Но это уже точно в нескольких словах не объяснить. МОКС топливо – смешанное оксидное уран-плутониевое. В активной зоне реактора любого типа в урановом топливе образуется так называемый энергетический плутоний. Смесь изотопов плутония 239, 240, 241 и даже 242. Плутоний-239 по физическим свойствам схож с ураном-235, поскольку способен участвовать в цепной реакции деления. Неотделимые от него остальные изотопы делают энергетический плутоний неприменимым для изготовления ядерных боеприпасов и оставляют возможность его энергетического применения. Для изготовления МОКС-топлива используется объединенный уран-238, тот, из которого на заводах по обогащению извлекли почти весь уран-235. Урана-235 в объединенном уране в несколько раз меньше, чем в природной руде урана. СНУП – топливо, смешанное, нитридное, уран-плутониевое. Соображения те же, что и в случае смешанного оксидного, но СНУП плотнее, чем МОКС. В одном и том же объеме больше делящихся веществ, что позволяет увеличить продолжительность топливной сессии, время между перегрузками топлива, что выгодно с экономической точки зрения. Применимо СНУП-топливо только в реакторах на быстрых нейтронах.
То есть, если расстаться со скромностью, сугубо наше российское ноу-хау. Ремикс топлива – еще одно российское ноу-хау и самый серьезный шаг на пути к замыканию ядерного топливного цикла. Не оговорился, ничего не путаю, просто отказываюсь участвовать в странной рекламно-маркетинговой кампании о том, что замыкание цикла – это МОКС и СНУП топлива, поскольку это противоречит здравой логике. Давайте пошагово. Вот свежее ядерное топливо с обогащением по содержанию урана-235 в условные 5%. Загрузили в активную зону реактора. Вот оно простояло в нем положенное ему время. Вот мы его из реактора извлекли. И что видим? В нем остатки непрогоревшего урана-235. Образовавшийся в нем энергетический плутоний. Продукты деления. Школьное. Нейтрон ударил в ядро урана, оно разделилось. Вот те куски, на которые оно разделилось, называются продуктами деления. И уран-238, которого в свежем топливе было 95%. Типичный химический состав облученного ядерного топлива легководных реакторов. Для изготовления МОКС и СНУП топлива атомщики разработали технологию извлечения плутония, в смесь к которому затем добавляют объединенный уран. Отлично. По плутонию топливный цикл действительно замыкается, что снижает риски по выполнению условий договора о нераспространении ядерного оружия. И это здорово. Но с точки зрения замыкания всего ядерного топливного цикла в повторное применение уходит 1% от всего облученного ядерного топлива. Какое такое замыкание, если все остальное не используется повторно? Гора мусора на свалке, из которой вытащили 1/100 цветного металла, она точно переработана? 94,5% облученного топлива – это реакторный уран-238, который отправляют на склад и просто хранят. Замыкание, крайне своеобразное, согласитесь? А почему не используют? Есть проблема, с которой никто не справлялся. За время нахождения урана-238 в активной зоне реактора в нем накапливается до 0,5% изотопа уран-236. Совсем немного, но эта добавка в корне меняет физику процесса. Уран-236 поглощает свободные нейтроны и делает это чрезвычайно активно. Школьное. Свободный нейтрон ударил в ядро урана, оно разделилось, при этом образовались уже 2 свободных нейтрона, которые, в свою очередь, ударили уже в 2 ядра урана. Да никого они не ударили. Уран-236 их сожрал. Вот и все. Где выход? Да почти слово в слово старый анекдот про картофель и колорадского жука. Помните? В прошлом году мы посадили 100 гектаров картошки, колорадский жук все сожрал. В этом году мы посадили 200 гектаров картошки, колорадский жук все сожрал. В следующем году мы посадим 400 гектаров, пусть он подавится. Если в активной зоне реактора свободных нейтронов становится больше, чем их съедают в ядра урана-236, все в полном порядке. Цепная реакция деления ядра урана-235 и плутония-239 идет в обычном режиме. Это и есть ответ Росатома колорадскому урану-236. Добавить такое количество урана-235, чтобы свободных нейтронов стало настолько много, что цепная реакция перестает замечать уран-236. Ремикс. Регенерированное, микс, смешанное. Убираем минорные актиниды, извлекаем продукты деления и добавляем в смесь свежеобогащенный уран-235. Красиво? Красиво. Повторяемо в других странах? На сегодня нет, поскольку обогащение по урану-235 в этом случае требуется в 17%. Европейская технология обогащения, китайская – это 5% по урану-235. Им для более высокого обогащения требуется строить новые производственные мощности. Это лет так 10 по минимуму. А Росатом ремикс топлива производит уже сейчас. И уже 10 лет идут его исследования в реакторах ВВР-1000 Балаковской атомной электростанции. Идут его постреакторные исследования. Почему так долго? Да потому что требуется тщательность, чтобы ни при каких обстоятельствах не нарушить заповедь атомной энергетики номер 0 – безопасность. И тут она требуется вдвойне, поскольку речь идет о самой настоящей технологической революции. Революция, я не шучу и не преувеличиваю, поскольку в рецикл уходит тот самый уран-238, который во всех прочих странах украшает собой склады. Революция, поскольку, еще раз повторю, ремикс использован в реакторе ВВР-1000. В обычном тепловом реакторе, а не в реакторе на быстрых нейтронах. И это очень важно, поскольку реакторов, где работают тепловые нейтроны на планете, 99% из 100. Если исследования Росатома докажут возможность массового использования ремикс топлива в обычных реакторах, это и будет реальным, а не рекламным замыканием ядерного топливного цикла.
Никакого выделения плутония. Весь массив облученного ядерного топлива, за исключением минорных актинидов, продуктов деления, снова становится топливом, сразу после того, как его слегка освежат обогащенным ураном. И работать такое топливо будет не в двух имеющихся сегодня на планете реакторах на быстрых нейтронах, а на всех тепловых. База данных МАГАТЭ, ПРИС, апрель 2026 года. На планете эксплуатируется 415 атомных энергетических реакторов. Из них 2, БН-600 и БН-800 – это реакторы на быстрых нейтронах. И 413 – это тепловые реакторы. Взгляните еще раз на состав облученного ядерного топлива. На уран и плутоний приходится 96%. Потому, если максимально кратко, успех испытаний ремикс-топлива будет означать использование 96% облученного топлива в 99% существующих реакторов. 96% облученного топлива для 99% реакторов. Вот попробуйте аргументированно возразить двум очевидным тезисам. Ремикс – это реальный шанс на настоящее замыкание ядерного топливного цикла. Ремикс – это реальный шанс на самую настоящую технологическую революцию в мировой атомной энергетике. Разумеется, нюансов в этом направлении много. И я постараюсь о них рассказать подробнее, но точно не сегодня. Заодно расскажу и о французской технологии покорения регенерированного урана. И о том, почему поезда из Франции в Сибирь и обратно – это неотъемлемая часть французской технологии. И еще один вид топлива – трисо. Аббревиатура расшифровывается как Tri-Structural Isotopic. Трехструктурная изотропная. При этом слово «три» только с толку сбивает, если честно. Давайте пошагово пройдем от центра наружу. Центр – это зернышко урана, керн, диаметром 500 микрон, то есть полмиллиметра. Вокруг него оболочка номер 1 из пористого углерода, эдакого буфера-амортизатора, задача которого – придержать разбухание топлива, возникающее из-за того, что в числе продуктов деления имеются и газы. Оболочка номер 2 – плотный пористый углерод. Первый настоящий барьер, корпус, защищающий от радиоактивности. Оболочка номер 3 – карбид кремния. Очень красивый материал, поскольку он сверхтвердый, жаростойкий, химически стойкий и почти идеален как барьер для продуктов деления. Слоев 3. Общий диаметр такого микротвела в пределах 1 мм. Но на этом матрешка не заканчивается. 10-20 тысяч таких крупинок ядерного топлива собирают в шар, который уже заметен невооруженным глазом, поскольку имеет диаметр в 6 сантиметров. Этот теннисный мячик в уже 4-й по счету оболочке из плотного пиролитического углерода. Вес урана в таком пебле, вот такое название придумали, 7 грамм. Для чего такая изощренность? Да для высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов, поскольку все эти оболочки гарантируют устойчивость топлива при температурах в 1600 градусов, рабочих для реакторов такого типа. Все эти оболочки уверенно себя чувствуют и при аварийном температурном режиме 1800 градусов и даже выше. Обогащение по содержанию урана-235 для пока единственного в мире реактора такого класса 8,5%. И это китайский реактор 4-го поколения HTR-PM High Temperature Reactor Pebble Bed Module. Ввод в коммерческую эксплуатацию состоялся в декабре 2023 года. Но это, если согласиться с самими китайцами. А в мировой отрасли несколько иное мнение. Температура гелия на входе в активную зону реактора 250 градусов Цельсия, на выходе 750 градусов Цельсия, чего достаточно, чтобы вода в теплообменнике превращалась в пар с температурой 565 градусов. Маловато будет, говорят профессионалы отрасли. Настоящий высокотемпературный газовый реактор должен давать гелию 900-950 градусов, который обеспечит пару все 700 градусов. Пар при 565 градусах сверхкритический, а при 700 градусах ультрасверхкритический с соответствующим ростом КПД. Но это мы совсем в дебри уйдем. Давайте в следующий раз. Из интересного. Первая загрузка HTR-PM – это 1,75 тонны урана или 250 тысяч шаров пеблов, а в каждом пебле, напомню, от 10 до 20 тысяч микротвелов диаметром 1 мм. Реакторов в составе демонстрационной атомной электростанции Шидао-Вань 2 штуки.
Все желающие могут попробовать вычислить количество миллиметровых микрошариков, которые для этого чуда света потребовались. Если резюмировать, то для полного понимания завершающей части интервью с Михаилом Валентиновичем Чудаковым помнить нужно совсем немного. Приблизительный состав облученного ядерного топлива, что такое минорные актиниды и что такое МОКС, СНУП, ремикс и трису топлива. Надеюсь, что вам будет интересно. И, конечно, на то, что получу вопросы, замечания и предложения в ваших комментариях. Ну и вот давайте, раз опять по преувеличению, атомная энергетика – это ведь не только сами атомные электростанции, они со всем комплектом оборудования для них. То есть такой вопрос, который интересует многих. Развитие новых мощностей требует вовлечения дополнительных первичных ресурсов. И речь, конечно, об уране. Интерес к этому вопросу понятен. Это сырье с двойственной природой, имеет не только энергетическое значение. Вот оценка МАГАТЭ. На сегодняшний день имеющихся запасов, разведанных ресурсов для достижения вот целей, поставленных КОП-28, достаточно? Не сможет ли сложиться ситуация, что именно отсутствие урановой руды станет тормозом для развития вот этой программы, этой декларации? Это одна сторона вопроса. И вторая сторона. Если увеличение добычи будет происходить и дальнейшей переработки, МАГАТЭ, система гарантии МАГАТЭ сможет масштабироваться на новые объемы, на новые страны? Не станет ли, допустим, географический вопрос вот таким тоже ограничением? То есть страны, где есть месторождение, но вот как организовать там добычу так, чтобы это не превратилось в потенциальное нарушение требований договора о нераспространении. Такой вот сырьевой момент вот этой декларации КОП-28. Насколько это тревожно, хватит, не хватит, и действительно, что делать с гарантиями МАГАТЭ, если страны, ну, так скажем, не самые стабильные, начнут заниматься добычей. Вот как все это сочетать? И надо, и необходимо соблюсти гарантии МАГАТЭ. Да, такие вопросы возникают. Что касается хватит, не хватит, это вопрос цены вопроса, поскольку урана много и разведанного, и еще и неразведанного, но его просто будет дороже извлекать. А как мы уже упомянули, только там порядка 7% в киловатт-часе, но будет в 2 раза дороже. Но это не будет в 2 раза дороже киловатт-час. То, что сейчас существует, да, это лет на 40, на 50, а если вдруг в 3 раза увеличить, может и быстрее. Но ресурсы есть. Проблема возникнет в том, чтобы их поднять, эти ресурсы, и увеличить производство. Заранее его увеличить, если его никто не берет, тоже страны это будут проигрывать. Вот период потребуется какой-то, может быть, с десяток лет или, значит, больше 5 лет, то есть, чтобы поднять и начать масштабно выдавать продукцию. Вот в этом будет заключаться в основном проблема. Закончится по одной цене, будет по другой цене уран. То, что страны будут добывать, да, это все надо брать под контроль МАГАТЭ, но это не совсем моя область, это Safeguard, Non-Proliferation. Они об этом беспокоятся и думают, как им потом увеличить количество значит, экспертов. И сейчас у нас из 2600-2700 значит, работников МАГАТЭ примерно 1000, это Non-Proliferation, Safeguard Department по нераспространению, поскольку у них инспектура во всех странах, но будет 2000. Будут инспектировать, поставим новые лаборатории. Сейчас этих лабораторий много, не только наш Сайсберсдорф, а и другие. И это по правилам так, чтобы разделить продукцию, чтобы не зависеть от одной. Мы делаем что-то и в Москве, и в Сайсберсдорфе, а потом сравниваем результаты анализа, чего там взяли, чтобы кто-то один не заявил то, что не соответствует действительности. Там у них свои хитрые правила, я в эти детали не вдаюсь детально, поскольку это не мой департамент. Но беспокойство такое есть и в связи с возможным быстрым распространением малых реакторов, где надо будет контролировать топливо везде по всему миру. И начнет расти, начнем увеличивать и штаты, и
применять какие-то новые технологии по контролю, значит, чтобы не допустить несоблюдения, нераспространения и правил МАГАТЭ. То есть вот в этом вопросе тревожиться не нужно. То, что сейчас является ресурсом, немножечко поднимется цена, это станет запасами, а МАГАТЭ к расширению масштабов инспекционных проверок, контроля организационно готово, так что не волнуемся. Не волнуемся, всем всего мы хватает. На ближайшие 100 лет, а потом волнуемся. Хорошо, тогда... А потом волнуемся. Хорошо, тогда давайте двигаться. Про термояд мы не будем сегодня, это высокая наука, когда это станет технологией, тогда и поговорим. Ну, вы действительно не касаетесь добычи, это понятно, но добыча природной руды – это только начало большой производственной цепочки. И вот ее тоже, наверное, если потенциал роста трехкратного, то тоже надо каким-то оценивать. Вот на сегодня на планете мощностей по конверсии урана, обогащению, реконверсии, фабрикации топлива достаточно для действующих блоков. А что будет, если нужно будет наращивать объемы? Вот, нужно будет наращивать, но я понимаю, что МАГАТЭ сделала прекрасный задел, я имею в виду Международный банк низкообогащенного урана, так, чтобы, если уж совсем не справляемся, всегда была возможность перестраховаться, обеспечить топливом действующие блоки. А вот масштабирование, как знаете, с ним? Вот низкообогащенный банк в Казахстане, значит, на комбинате Ульбинском, он ведь не спасет, если быстро. Там у нас находится, значит, низкообогащенный до 5% газ, гексафторид урана, значит, и он, значит, только на одну загрузку тысячника. Если реально кто-то будет брать, много брать, то надо будет и там делать масштабирование. Поэтому мы надеемся, что его и брать-то никто не будет, поскольку вторая скрытая часть этого проекта была отговорить страны от обогащения. Ну, это вот понятно. Они говорят, мы будем сами обогащать для своего топлива в перспективе, а вдруг нам откажет вендор в поставке топлива. Мы говорим, нет, мы вам тогда поставим. Но из этого газа-то все равно надо производить топливо еще конкретное, какой у него будет реактор, или это будет PebbleBet, или это будет сборки ВВР-1000, или другое какое-то топливо для кипящих реакторов. Поэтому это тоже все возьмет время. Поэтому это как банк гарантии, он более символичен. Посмотрите, у нас есть запас, не волнуйтесь. Вот такая ситуация. Я понял, к чему вы подводите, чтобы использовать ресурсы, существующие и наработанные. Вот для этого мы и строим быстрые реактора. Для этого Евгений Олегович Адамов строит Брест 300 для того, чтобы продемонстрировать реально замкнутый топливный цикл. И там же на площадке Брест-300 мы будем из этого топлива вырабатывать новое топливо, использовать плутоний наработанный 239 и использовать весь уран 238, не выбрасывать его, значит, не захоранивать его, а использовать его максимально. И тогда мы уменьшим и необходимость в обогащении. И вот Николай Николаевич Пономарев-Степной, у него была такая идея, да, что за несколькими, там, 4 энергоблоками, миллионниками водоводяных, тепловых реакторов стоит один БН, и он кушает их топливо, значит, съедает. И БН тем и хорош, что он нарабатывает плутония больше, чем он его сжигает, топливо. Значит, в перспективе можно практически уйти от обогащения. И, значит, он, во-первых, готовя новое топливо, уничтожаемый плутоний, который не идет уже на вооружение, и непонятно, как его контролировать, когда его будет много-много-много в разных странах. Один из методов демонстративно его сжечь и убрать.
и дожечь миноры, актиниды, вот этот хвост, который на миллионы лет, и привести уже радиоактивность оставшихся продуктов деления до 300-400 лет, что уже более-менее приемлемо. Ну, вот давайте, прежде чем переходить ко всем инновационным видам топлива, с традиционными тепловыми реакторами. После того, что произошло, к сожалению, на атомной электростанции Фукусима, был огромный объем работы, проделанной МАГАТЭ, выработан постфукусимский кодекс безопасности, строго обязательный, по-моему, проверены были все блоки на планете, такой серьезный, большой задел. Но мы видим, что почти вот после того, как анализ был опубликован, пошло некое встречное движение в том же направлении обеспечить безопасность не только при проектных авариях, но и при запроектных авариях уже со стороны компаний-вендоров. Я имею в виду направление разработки так называемого толерантного топлива. Как МАГАТЭ смотрит на то, что это идет в разных странах, в разных направлениях, кто будет давать оценку критериев надежности, там 3 разных направления. В одних странах развивают один вариант, в других другой. Вообще это полезно, необходимо, ведь тепловые блоки продолжают работать, и у них впереди еще десятки лет работы. Нужно это толерантное топливо, которое не боится парациркониевой реакции. Ну, вы знаете, да, работает ряд стран над таким топливом, и мы приступили в России, американцы начинали это дело, французы тоже, значит. Но они в первую очередь что пытаются, значит, цирконий хромом покрыть оболочкой. То, что первое приходит в голову, закрыть цирконий. Закрыть цирконий, чтобы он не был катализатором, который, значит, разлагает на водород и кислород, водород летит туда наверх. Но у нас там есть уже эти и фукусимские, и до ловушки водорода, которые его, значит, обратно в воду сгоняет. Значит. Но реально кипение, время выдержки там, кипения, ну, меньше, чем на 20 минут, а работает уже 10 лет над созданием, а цена его в разы больше. Поэтому эксплуатирующая организация, она будет, если насильно не запихивать на это топливо, отказываться. Она дорогое и бестолковое. Вот мы про роль операторов говорили. Во всех авариях, Three Mile Island, Фукусима, Чернобыль, роль оператора была решающей. Они все аварии, значит, сделаны человеком. Если бы оператор четко выполнял бы все, что положено выполнять, он мог либо не допустить аварии, либо минимизировать ее. Вот на той же Фукусиме они, следуя вообще-то технической спецификации, взяли, у них было пассивное расхолаживание, взяли его, закрыли. Поскольку я даже думаю, знаю, догадываюсь, почему. Наверное, по скорости охлаждения корпуса реактора, по-моему, у нас на ВВР 30 градусов в час. Если бы они знали, что потом будет. А потом они открыть его не смогли. Уже потеряли все, и воздух, и энергию, электроэнергию, и все. И расплавили топливо. То есть человек должен смотреть и соображать, и думать, как в данной ситуации поступить. То же самое по Чернобылю, конечно, значит, человеческий фактор. Помимо того, что эксперименты принесли целый ряд положительных реактивностей дельта, и Леня Топтунов, покойный, царство ему небесное, я его, кстати, знал, он ИАТ заканчивал, и мой ровесник, он был за пультом управления. Он взвел, вывел все компенсирующие стержни и СУЗы все наверх. А есть ограничения у них по выводу. Для чего он делал, я тоже понимаю. Ну, выбег турбины хотелось проверить. Нет, он вывел-то все потому что у него мощность глохла из-за начавшейся йодной ямы, значит, ксенона. И вот он его выжигал, он наверх выгнал, а запрещено было. Иначе ты попадешь в яму, и 8 часов ты никуда не двинешься, не будет мощности. А руководство тебе скажет, это что за придурок такой? Вот другой оператор может, а ты не можешь. Ну и последний, там был проектный, конечно, задел, маленькая дельта позитивная в самих стержнях СУС.
Сделали это, наверное, из экономических соображений. Я так предполагаю, точно не знаю. В конце кампании можно еще поработать. Но при соблюдении всех остальных, когда у тебя стержни загружены там, на какое-то положение. Они под потолком. А вот эта маленькая и явилась, когда Леня нажал. Человеческий фактор, она хлопнула, его хватило для того, чтобы взорвать, разбросать реактор и уйти в подкритику. Тоже по Три Майлану, везде человеческий фактор, и везде можно было либо избежать, либо уменьшить последствия аварии. Поэтому многие компании сейчас, изобретете вы толерантное, которое будет часами стоять, будем думать, как его принимать. А сейчас оно просто в разы дороже, а толку большого нет от него. Да ты не допускай, проще не допускать кипения. Не допускай кипения, и все, ответственным оператором, ответственной эксплуатацией. Поэтому работает в этом направлении хорошо, но пока они не достигли больших результатов. То же самое другое топливо, которое РИСа топливо, Pebble B реактор, high temperature, значит, газовый реактор, гелевый, значит, китайский, что якобы топливо никогда нельзя расплавить, да. Наверное, но у него свои проблемы существуют с переработкой, значит, как там дальше, с хранением его дорогим потом. Поэтому есть свои плюсы, есть свои минусы. И все-таки главное, надо уповать на ответственного оператора. А то же самое по тенденции artificial intelligence, искусственный интеллект. Значит, что-то надо ему отдавать, но всегда должна быть возможность взять управление на себя. Мы видим, как это случилось в авиации с Боингом, какой-то там, как он назывался, 370 МАКС, или когда 3 самолета бахнулись, поскольку поставили управление выше оператора. Летчик видит, что неправильно работает, а взять на себя не может управление. Вот такого не надо допускать. Все-таки оператор должен быть оператором и оценить ситуацию в соответствии с реальной картиной и взять управление на себя. Поэтому тренажеров атомных электростанций должно быть больше. Операторы должны быть готовы к любым изменениям. И продолжая тему топлива, вот свойства ядерного топлива, они во многом определяют экономику. Глубина выгорания, с одной стороны, требуется как можно более высокая, с другой стороны, необходимо жестко соблюдать все требования безопасности. И дополнительный импульс к появлению новых и новых видов топлива дают работа в направлении Generation 4, создания реакторов 4-го поколения, в том числе быстрых реакторов, других перспективных установок, в том числе жидкосолевых, и попытки вовлечения отработавшего топлива, то есть замыкания ядерного топливного цикла. Как МАГАТЭ оценивает текущее развитие всех новых видов топлива? Их много. Это и смешанное оксидное уран-плутониевое топливо, и теперь смешанное нитридное уран-плутониевое, и трисы, которые вы упомянули, шарики эти, замечательные скорлупки, а как их потом раскалывать, что перерабатывать. Ремикс топлива. Можно говорить, что какой-то из них является оптимальным, его можно использовать для считать промышленно зрелым, или речь идет о том, что необходимо сочетать как-то все эти технологии? Как взгляд со стороны МАГАТЭ? Понятно, что ученым очень интересно. Давайте такое топливо, давайте еще такое. Ученому интересно, эксплуатация лучше традиционная. И поэтому они во многом сопротивляются всякому новому, поскольку они знают, что они надежно эксплуатируют. Конечно, прогресс не остановить, и новое топливо разрабатывается, исходя из толерантности, устойчивости к аварийным ситуациям, исходя из максимального использования замкнутого топливного цикла урана-238, исходя из по нераспространению, уничтожению плутония и МОКС топлива, и по этим соображениям его Россия и Франция делают, и мы там даже
играет не столько экономика, сколько все-таки, ну, началось, по крайней мере, с этого. Сейчас, может, уже экономика, что плутоний мы убираем. Ну, причем все изотопы сразу. Да, и, значит, сейчас, насколько мне известно, мы загрузили МОК с топливом БН-800. Да, 100% загрузки. 100% загрузки. Значит, смотрим, как оно будет идти, и по другим блокам мы пока не используем. То, что касается ремикса, значит, ремикс мы делаем, французы спохватились, сначала они ругали этот ремикс, а сейчас вроде говорят, и вообще же это наша технология, вы у нас чуть ли не украли. Но у нас она уже есть, и несколько кассет, порядка 6 стоят на, по-моему, Балаковской атомной станции. На Балаковской, да, и уже прилегли в бассейн выдержки, первые топливные сессии закончились, я так понимаю, что ждут в Димитровграде, чтобы пощупать постреакторные проверки, тоже нужны. Посмотреть и посмотрим, как эти циклы будут работать. Они называют, специалисты ученые, до 6, что ли, раз, до 6-7 раз можно его крутануть, ремикс, но оно становится грязнее и грязнее. Вот поэтому его и эксплуатация не очень любит. И вот я бы точно, если был директором станции, а я был директором станции в свою бытность, и оператором, я бы, если можно его не брать, я бы его не брал. Потому что перегружать его надо уже под водой чисто, а мы свежее топливо привыкли, ты ему похлопать по нему можешь, перчаточки и все там. Альфа есть небольшое, а больше ничего там нет. Вот перчатка и заберет. Да, ничего нету. А это ты должен под слоем воды, в каске, в этом контейнере с водой загрузить, вытащить, не вытаскивая наружу. И более аккуратно надо, поскольку она более грязная. И с каждым циклом она будет, наверное, грязнее и грязнее ожидать. Но если она дает экономику такую, то, может быть, это и хорошо. Может, это и хорошо. Там, по-моему, до 1% остается плутония, 1% не выгоревший, значит, 35-го, и немножко туда урана 235-го добавят до 5% и слепят новое топливо, ремикс. Посмотрим, как оно себя поведет в масштабе. То, что идут эти исследования нового топлива, очень хорошо. И упомянули вы, значит, азотное топливо, значит, нитридное топливо, да, но его делают как раз, насколько я знаю, для вот этого Брест-300 делают из соображений, да, плотности, увеличения плотности ядер там и увеличения, значит, можешь больше энергии взять, глубины выгорания. Увеличение глубины выгорания, соответственно, увеличение компании, дольше можешь держать и больше энергии взять. Посмотрим в реалии, как оно будет работать. Но это хорошо, что работают в разных направлениях, и в направлении в основном тоже замкнутого топливного цикла, чтобы когда мы упремся в то, что добывать будет совсем дорого, а атомная энергетика разрастается и растет, то вот здесь мы будем еще долго вертеть то, что у нас уже есть. И это, наверное, хорошая перспектива, пока мы не перескочим там на термояд. Я думаю, что мы на него еще не очень скоро перескочим, хотя, значит, есть радужные заверения, что буквально через там 3-5 лет, но как-то с трудом в это верится. Ну, у термоядерной энергетики есть константа, через 50 лет все будет в порядке. Я это слышал, когда в школе учился, я и сейчас это слышу. Да, даже это термоядерная константа 50 лет. Можно просто перекладывать. И опять же, по термоядерному возникает вопрос. Мы используем энергию, значит, ну, грубо говоря, Солнце, хотя у нас тут по-другому, на Солнце 5 миллионов, 5-10 миллионов градусов, а мы 100 миллионов, потому что на Солнце другой процесс, он гравитационный. Нам такую гравитацию не сымитировать. И там-то он редко происходит, иначе бы она взорвалась бы. А он там раз, очень редко. Поэтому некоторые ученые говорят, поскольку вы делаете совершенно другой процесс, то может и долго еще не получиться. Совершенно другой. Но я хотел сказать, с точки зрения логики, мы используем высокую энергию для того, чтобы кипятить кипяток. Цикл Карно. Что-то здесь не так. Паровозный цикл, которому 200 лет, если не больше.
Вот в этом смысле, когда мы говорим о перспективе слияния легких ядер, значит, мне больше нравится, конечно, значит, бор-протон, значит, 3 альфа, когда ты прогоняешь эти 3 альфа заряженные частицы, значит, ионы гелия, значит, и в заряженном поле, и 70% КПД снимаешь. Но, видать, она более на другом пороге стоит, тяжелее достижима. Вопрос потом еще как снять. Да, там как снять. Такие энергии будут, что... Так, немножко в сторонку. Вот наметившийся, пока еще не институализированный, а наметившийся атомный ренессанс, вроде бы, если немножко напрячься, то можно. Все равно вопрос о топливном цикле. Он, если мы развиваем, утраиваем мощность, вот весь цикл обращения с ядерным топливом будет оставаться традиционным, или все-таки какие-то новые подходы будут? Вы коснулись замыкания плутониевого, так скажем, цикла. В свежем топливе его нет, извлекли вот уже целый набор изотопов плутония, вот оно есть. Но если говорить о СНУП-топливе, о МОКС-топливе, там рециклированного урана-238 практически нет. Есть 2 подхода. Французские, когда они через всю Евразию возят на конверсию в Россию. Есть ремикс топлива. Вот придется сочетать как-то, или пока подождем, пока достаточно запасов и ресурсов урана. Вот, за счет чего можно вот этот рывок в развитии? Лучше использовать традиционные подходы, делать более экономически целесообразными, технологическими более приемлемыми, или переходить на новый цикл обращения с облученным топливом? Я думаю, экономика погонит тоже. Экономика и целесообразность тоже. Пока есть традиционное топливо оксидное, мы работаем на нем и делаем, но уже более массово переходим на МОКС. Мы видим уже, что его гораздо больше, чем было 10 лет назад. И должны проявить себя новые виды топлива, и мы должны увидеть, что это действительно очень хорошо. И сами компании должны начать на них переходить. И, может быть, их должно прижать как раз дефицит того, что дешевый уран подвыбрался уже. И остальные требуют, значит, новых разработок, и цена его гораздо дороже. Сейчас, по-моему, порядка $80, да. $80 фунт, там плюс-минус. Да, где-то так. Оно падало там чуть ли не до 20 и выше было. Пару лет назад под 100 поднималось. Да, под 100 было, когда на слухи, значит, о том, что вот сейчас все массово начнет развиваться. И, в общем, он пока на таком уровне, и 100, и 120 там, и даже в 2 раза оно не испугает традиционную атомную энергетику. И единственная там проблема будет, как я уже сказал, требуется время разворота, чтобы добавить. И это вот может быть реально тормозить новые станции. Но я думаю, что и время создания нового топлива из отработавшего топлива, оно не будет быстрее никак. То есть, на самом деле, подход МАГАТЭ остается вполне традиционным. Вы придумали новое топливо, молодцы. Да. Давайте посмотрим, какие результаты вы получили с технической точки зрения, то есть, не изменилось ли там, не появился ли какой-то риск для безопасности, оценим экономику, и только после этого будем принимать окончательное решение. То есть, такой вот... Не забыть. Да. Ну и, наверное, вот такой тревожный момент, есть он в атомной энергетике, по тем данным, которые ваше агентство опубликовало в конце прошлого года, объем накопленного облученного ядерного топлива, если смотреть по тяжелым металлам, подходит к 300 тысячам тонн, рубеж такой. На действующих реакторах ежегодная выемка тоже поднялась до уровня почти 10 тысяч тонн, при этом мощности по переработке кратно ниже. Технологии переработки сейчас имеются только у Франции и у России. Китай обещал в конце прошлого года демонстрационную линию открыть, но я пока в открытых источниках ничего не нашел, может быть, какие-то задержки у них.
Вот что с этим делать? И сам процесс переработки топлива – это так или иначе ведь работа с делящимся материалом. Здесь у нас по-прежнему такой индивидуальный подход в каждой стране. Каждая страна принимает решение, будет она перерабатывать топливо, по каким технологиям, в каких объемах. Как МАГАТЭ на все это смотрит? Есть какая-то вот единая модель обращения с облученным ядерным топливом? Единой модели не существует. Да, вы правы. Больше даже не 300, примерно, наверное, 440 тысяч тонн по, значит, heavy metal, по, значит, продуктам деления урана, по урану. Значит, но реально, если вы возьмете, что порядка 80 тонн в тысячнике, в миллионнике, да, в 1 гигаватте, реакторе там 3,5 метра или 3,700 там зона, то это не так уж много. Это можешь поместить все на одном большом стадионе. Не так, что уже весь мир у нас в отработавшем топливе. А подходы индивидуально в каждой стране. Есть директива Европы о том, что каждая страна решает ее в отдельности, но сейчас они уже и говорят тоже о странах, регионах региональных. То есть запрещающие у них так глобально сделать один на всю Европу. Финны делают, значит, глубинное захоронение на 400 метров глубины. Ну, значит, у них гранит могут себе позволить. Да, но делает тоже французы, шведы. В Канаде работают. Китайцы тоже уже. У нас в Канском массиве. У нас, значит, это один из вариантов о том, что затолкать топливо туда, значит, под землю, по принципу dust to dust, потому что еще и неизвестно, откуда тепло-то из земли идет. Мы, правда, не имеем большой радиоактивности от извержения вулканов, но вот та сказка о том, что вот она нагрелась, сконцентрировалась, как печь СВЧ, и до сих пор остывает, не соответствует действительно. Вполне возможно, что она где-то, проходя слои, где-то очищается, а там проходит какая-то, значит, реакция ядерная. И вот по этому принципу глубже забросишь, оно и лучше. Вернуть обратно. Это один из методов. Но если мы хотим использовать топливо как сырье и как ресурс, значит, и убрать этот длинный хвост минорных актинидов, то, конечно, его надо перерабатывать. Правда, мы переработкой не уберем хвост, мы его сконцентрируем, но потом его можно дожечь. Потом можно дожечь в быстрых реакторах и жидкосолевых реакторах. Значит, надо перерабатывать. Единого подхода нет, в каждой стране каждая. Но и нет, вы упомянули, значит, какие-то региональные, международные. Жесткого запрета нет на это, вот, кроме полужесткого у Европейского Союза. Если страна сама захочет и найдет, кто будет поставлять ей это топливо для переработки, но это многомиллиардные вложения. Это огромное вложение, конечно. Многомиллиардные вложения. Пока такой страны мы не видим. И есть, значит, да, договоренности такие, я не знаю, оформлены или нет, что неподготовленным странам, слаборазвитым, не надо это навязывать, которые не понимают, чего они творят, для чего. Наберут материал, и все, и застрянут с ним на века. А если понимающая, развитая страна, которая способна переработать, построить, делать, обеспечить, согласна на это и имеет договоренности международные с поставщиками, то нет таких документов прямых в МАГАТЭ, запрещающие это. Может быть, это даже и неплохо. И мы обсуждаем это на конференциях, наших совещаниях, в подходе Innovation Project тоже делаем публикации. Но самое главное, чтобы все эти инфраструктуры подпадали под контроль МАГАТЭ и под соблюдение наших документов по ядерной радиационной безопасности, по нераспространению. Вот такой подход. Ну, вы знаете, тем не менее, вот немножко на эту тему. Представляю себя на месте страны-новичка.
мне гарантированно построят атомную электростанцию. Я договорился с вендором, разрешила МАГАТЭ, заявив, что законодательство соответствует требованиям договора о нераспространении, все в порядке, можно начинать. Я начинаю задумываться. У меня, хочу я того или нет, облученное топливо будет. Ценное имущество, с одной стороны, с другой стороны, имущество весьма опасное. Что с ним делать мне, страну-новичку? Развивать технологии переработки, но это десятки лет работы, это технологии такого, в общем-то, запредельного уровня для развивающихся стран. Хорошо. Если смотреть на топливные контракты Росатома, топливо отлежало свое в бассейнах выдержки, отвезли на переработку, вернули то, что перерабатывать не удается. Да, эквивалентную активность мы отдали. То есть ни в одной стране мира ввоз высокоактивных отходов не разрешен, значит, те самые минорные актиниды привезут ко мне. У меня, у страны-новичка, начинается головная боль, где это хранить. Хорошо, есть технологии временного хранения, контейнеров, которые предлагают американские компании на 50 лет. 50 лет держу, если я за 50 лет ничего не придумал, перекладываю, как бы отложенная проблема. Вариант с геологическим захоронением. Звучит красиво, но несколько миллионов лет должно проработать это хранилище, гарантируя и то, что радиация не вырвется, и то, что человек с дубиной туда не полезет, там что-нибудь пощупать, потрогать. Теоретически хорошо. Представить себе некий инженерный объект со сроком эксплуатации 3 миллиона лет, у меня вот фантазии не хватает. Да. Поэтому оно геологическое, там надо учитывать. Обязательно выйдет наружу. Обязательно. Поэтому вот вопрос о том, что, может быть, возможно какое-то решение. Я знаю, что внутри отрасли разговоры идут. Именно идея создания международных центров, где будут сконцентрированы все технологии переработки облученного топлива и обращения с делящимися материалами. Любая переработка облученного топлива – это недогоревший уран-238, это пакет изотопов плутония 239, 240, 41, даже 42 там есть. Это рециклированный уран-238 с накопившимся в нем 236. Нужны технологии. Из реакторов разного типа изотопный состав облученного топлива тоже немножко разный. То есть нужна целая россыпь вот таких технологий. Ну и те самые минорные актиниды. Ведь если научиться их эффективно дожигать, то вот эти захоронения с миллионами лет эксплуатации просто не нужны. Да. Если говорить о том, что, да, это они останутся радиоактивными, на период полураспада, там, допустим, по цезию брать, хорошо, 300-400 лет. Здание сооружения со сроком эксплуатации 300-400 лет современная инженерия решает. Уверенно, у нас вот мы беседу в Москве ведем. В Москве известно, сколько лет, ничего не разваливается, все в порядке, умеем. Вот таких идей о том, что необходим некий международный центр, где разработаны и технологии переработки топлива, облученного разного типа, вот мы сегодня вспоминали, СНУП, МОКС, ремикс, топливо от кипящих реакторов одно по изотопному составу, там тоже наконечники. Может быть, нужен вот такой центр, где вот все это было бы сконцентрировано. Ведь, как показывает вот сейчас события на Ближнем Востоке, если бы Иран настаивал еще и на переработке облученного топлива у себя, ситуация была бы еще более опасной, потому что известно, как относятся к технологиям переработки топлива Соединенные Штаты с законом об атомной энергетике, они сами себе даже запретили его перерабатывать. Может быть, нужен вот такой, или это моя фантазия какая-то? Может быть, нужен, но вы сами ответили на этот вопрос. При существующей политической обстановке в мире мы 20 лет-то не можем прожить без серьезной войны. И кто-то будет создавать, делать миллиарды туда вгрохает, а после этого, наступит изоляция, какие-то войны, бомбежки этого завода, и все это расползется по его территории. Поэтому мы не подталкиваем к этому, но мы и не препятствуем. Это решение должна принять страна и страны.
То есть инициатива должна быть национальная или объединение? Картинка-то, конечно, идеальная о том, что нужно создавать такое, перерабатывать. И вы знаете, что и в свою бытность и в России рассматривался завоз топлива, отработавшего, значит, и хранение его тогда говорилось просто о хранении. В перспективе, может быть, о переработке. Значит, и сейчас мы рассматриваем как ценное сырье, и мы можем забрать, переработать, но мы вроде бы должны вернуть, значит, соответствующую активность той стране. Но я знаю, что осколки деления и минорные актиниды забираются. Мы забирали, но пока им еще ничего не вернули. В Болгарии, там это, то есть как бы угроза висит, что мы вернем. Мы откладываем, откладываем, но рано или поздно придется что-то делать. Да. То есть идеальная картина, конечно, сделать единый центр, но инициатива должна исходить из самой страны и из стран. МАГАТЭ не может на этом настаивать. Это понятно. Роль МАГАТЭ координирующая и проверяющая. Понятно, что координировать можно по-разному. Допустим, тоже создание Международного центра низкообогащенного урана. МАГАТЭ изначально была участником этой инициативы, поэтому и гарантии здесь прошли, и абсолютно беспроблемно. Что касается вот тех же минорных актинидов, да, есть варианты дожигания на реакторах с быстрыми нейтронами. И на БН они идут, и по планам на Брест-300 они просто штатные должны быть. Но это дискретная загрузка. Да. То есть те минорные актиниды, которые образовались в самом реакторе, они переработают. То есть реактор на быстрых нейтронах – это вещь в себе. То есть вот для самого себя мы абсолютно безотходные, мы все умеем. Но тепловые реакторы работают, их много. Облученное топливо накапливается. Мне кажется, что понятно, что инициатива не может исходить от МАГАТЭ. Было бы очень странно, если бы МАГАТЭ вдруг начало навязывать решение: вся планета, постройтесь в шеренгу, идите, выполняйте, что сказано. Но мне кажется, что такая инициатива, она, может быть, рано или поздно появится. Если МАГАТЭ ее поддержит, это будет действительно здорово, потому что проблему с накоплением нехороших веществ надо как-то решать. И мне кажется, что решение за счет геологических захоронений, это точно не выход. Оно не будет масштабным. Вот то, что делает Финляндия, она рассчитала, сколько у нее будет облученного топлива, какая ей емкость нужна под такое захоронение. Вот для себя, если все будет хорошо, если госрегулятор разрешит, они проблему решат. Они даже решат только пока говорят так, для Лавизы и Олкилвота. Они даже новую Ханхикили не берут туда. В том-то и дело. Вы сами там у себя ройте. Рядышком Швеция, вроде бы тоже гранитные грунты, но у них чуть медленнее идет. Удастся решить? Хорошо. Не удастся решить? Что будем делать? Продолжать? Да. Американская технология временного хранения, она вовремя выскочила, когда как раз в Соединенных Штатах проблема с Юка Маунтин возникла, но это опять отложенное решение. То есть мы оставляем следующим поколениям то, что не смогли решить сами. Мне кажется, что даже вот при тех темпах, которые, может быть, удастся достичь при реализации декларации КОП-28, вот эта часть замыкающего ядерного топливного цикла, она обязательно должна появиться. БН строить за тепловыми реакторами. Кто бы спорил, хватит ли БН, разрешит ли МАГАТЭ строить 7 реакторов на быстрых нейтронах, тоже ведь разное настроение, потому что все-таки дополнительное образование делящихся материалов, это, вот ваши коллеги не очень хорошо на это смотрят. Да, естественно, да. То есть, может быть, нужен вот такой центр, но будем надеяться, что кто-то об этом задумается. Большое спасибо, что заглянули. Я думаю, что сегодняшнее большое интервью будет целым циклом передач. Мы это разделим так, чтобы зрителям было удобно. Может быть, мне предварительно нужно будет пояснить терминологию, которую мы сегодня использовали. Но действительно, большое спасибо за откровенный разговор. Точка зрения МАГАТЭ на происходящее в мировой атомной энергетике очень важно. Важно понимать, какие инициативы, исходящие от стран, будут действительно поддержаны, что требует дополнительных усилий, и как МАГАТЭ относится к проекту масштабирования атомной энергетики, причем кратным. Большое спасибо. Спасибо большое, Борис Леонидович, что пригласили меня участвовать в этом
в вашем проекте, в вашей беседе. И я желаю всем нашим слушателям, значит, проникнуться атомной энергетикой и сравнивать его всегда, когда кто-то критикует, сравнивать его с другими источниками энергетики и с перспективой необходимости увеличения электроэнергии, тепловой энергии на планете. И поэтому вы увидите сами, что без атомной энергетики нам не обойтись. Желаю всем процветания, успехов и всего-всего наилучшего.